День добрый, друзья! Приветствуем вас на нашем канале. Попала к нам на обзорчик камера фирмы Praxis. Что за фирма, мы не знаем. В какой стране она находится, мы тоже не знаем. Где вообще ее взяли, мы тоже не знаем. Praxis купольная HD камера для помещений, встроенная ИК-подсветка, написано до 20 метров, 12 вольт. Ну, фокусное расстояние, то есть у нее 2,8, соневский написано объективчик, 2,4 мегапикселя. То есть, ну, расписано все довольно-таки это неплохо, ну а как оно на практике, то есть написано, вот наклеечка есть Made in China. Чайно. Все как положено. Как она к нам попала? У нас есть аналоговые системы, которыми мы занимаемся, но уже нет для них аналоговых камер. Нам посоветовали такую гибридную камеру, которая может работать в принципе и с аналоговым видеонаблюдением. Давайте ее вскроем, посмотрим комплектацию, что не идет. Ну, естественно, макулатура. Да выкидывай сразу. Это для слабаков. Смотрим, упакован довольно-таки неплохо, мякушечки, все дела. То есть по футболу поиграть с ней будет можно. Так, итак, сама камера, крепеж. Крепеж этот мы сразу берем и выкидываем. Надежный крепеж, который сразу же отправляется в урну. Итак, смотрим, камера уже пришла у нас скрытая, то есть уже облегчили нам китайцы участь скрывания этой камеры. Смотрите, лежит силикагель. Это не кошачий корм, это силикагель. Силикагель пристегнут. Пристегнут. То есть он там должен быть. Смотрите, камерка выглядит, ну, довольно-таки просто. Тут я бы не сказал бы, что тут фонтан, что-то тут, обогревы какие-то, ничего тут нету. То есть герметичность. Немножко настораживает это силикагель, то есть камера особо не герметична. Да, она не особо, я смотрю, она вообще. Сорвем вот этот должданный моментик, срываем наклеечку. ИК-подсветочка присутствует у нас, смотрите, на передней панели камеры присутствует настройка дальности и резкости, то есть она, фокусное расстояние регулируется, все подводится резкостью, все, то есть регулировочки все присутствуют. Итак, смотрите, у нас идет кабель, который уже у нас в комплекте. Есть интересный джойстик, который у нас нужен только для того, чтобы переключить режимы. Режимы, да, тут вот... Тут получается у нас HD написано, TVI. HD, TVI и тому подобное. Да. То есть, ну, чтобы использовать ее в аналоговом видеорегистраторе, либо аналоговой платы видеозахвата, нужно ее переключить в режим от TVI, то есть, ну, влево джойстик зажать на пару секунд, и у нас будет она работать. Камерка на аналоговых системах. Так, ладно, подключаем. Давайте сейчас ее подключим, рассмотрим, сейчас прервемся немножко для подключения. Ребята, тащим для испытаний небольшую бухту кабеля. Как заметим, это дорогой кабель, качественный Финмарк, который коаксиал идет у нас сразу же с питанием. 2075, 305 метров бухта. Как видите, она полностью запечатанная, мы не обманываем. На сайте мы приложим фотографию, написано то, что камера поддерживает установку 500 метров без всяких усилителей, то есть на РК кабеле. Вот мы сейчас хотим хотя бы на 305 метров испытать ее работоспособность на этом. Подключим ее сейчас. Вот. Так, у нас есть такой видавший виды телевизор, который был везде. Сейчас мы ее подключаем. Как видим, мы БНЦ разъемы накрутили уже. Питание мы используем обычный блок питания. Ну, у нас он такой стандартный, но вы правильно с этой стороны можете реализовать в своем проекте любой какой угодно. Так, у нас видно то, что я ее подключаю к концу. Это так себе. Сейчас мы немножко поднастроимся, потому что у нас настроено на камеру все. Итак, берем телевизор. Подключаем BNC разъем, питание подаем. Итак, что мы видим? Сейчас включим телевизор наш. Видим мы что-то с помехами. С помехами. Итак,
Ну, сейчас мы переключимся, попробуем на все-таки. Так, и в общем здесь непонятное изображение. Мы сделаем на. Так, клацаем джойстиком. Пытаемся словить волну. На нашем супер телевизоре. Нет. У нас, в общем, какая-то жесткая резкая помеха. Так, поступаем по-другому. Питание мы кидаем не через 300 метров, а напрямую. Напрямую к камере. Так. Питание. Итак. Вот. Появилось изображение, уже она переключенная в наш режим аналога. Значит, что мы скажем вам? В принципе, эта камера 300 метров коаксиала, хорошего коаксиала, да. вытягивает замечательно. Питание, я так понимаю, что по этому кабелю 0,75 сечения питание не дойдет до нее просто-напросто. Финмарк. Ну что мы можем сказать по этой камере? Кстати, да, по этой камере цена вопроса этой камеры около 1500-2000 гривен, что в доллары у нас получится где-то сколько там, ну, долларов 70-80. Как бы мы не рекомендуем строить систему уже в принципе на аналоговых камерах, но если у вас уже такая система построена, чтобы не менять все элементное основание, вы можете использовать эти камеры типа Axis. Praxis, точнее. Praxis. Axis то другое. Praxis это не то. Все.